Здравствуйте, девочки! Сейчас я вам немножечко подскажу, как собирать куртку. Вот вы прогладили детали. Вначале вы это делаете вот так, проглаживаете. Затем, когда все разровнялось, вы подогнете подгиб и пройдете его паром утюгом, чтобы он зафиксировался и вам было удобно шить. Подшиваем мы той же самой нитью, но она толстая, поэтому нить у нас состоит из 5 тонких нитей, поэтому я делю ниточку. 2 ниточки беру и ими подшиваю. Это очень удобно, потому что не выделяется, не надо подбирать нить по цвету, а вы будете шить той же самой, будет вообще незаметно. Начинаем мы шить с этой стороны. Внутри закрепляем узелок, чтобы его не видно было. Вот. Отгибаем. Первую петлю пропускаем, прокалываем уже за ней. Выводим нить. А теперь стежками, которые имитируют машинную строчку, назад на 1 петлю и вперед на 1. Вот так. Подшиваем так, подхватываем иглой изделие так, чтобы не проткнуть на лицевую сторону. Ниточка толстая, поэтому у нас есть возможность подхватывать за половинку, как петли, как это сказать, за части петель, чтобы на лицо не выходила эта нить. И на лице было вязание, как не нарушенное. Вот. И опять точно так же 1 петля назад и 1 петля вперед. Проверяем иглой, не проткнули изделие. И таким образом, такими стежками мы подошьем весь подгиб до конца. Я его сейчас до конца шить не буду. Вы поняли уже, как это делать. Теперь я еще хотела вам показать, как оставить отверстие для шнурка. Вот у нас получилось сбоку, как двойное вязание, да? Мы крючком будем подхватывать только вот эту часть, которая завернулась на изнаночную сторону. Вот эти вот 3 петли мы трогать не будем. Крючок я уже писала в описании, что крючок берите какой вам удобно по миллиметрам, по величине, лишь бы вы не сильно стянули вот этот боковой край. Берем такую же нить, как вязали, с изнаночной стороны начнем обвязывать боковую часть. Все это вы будете делать, когда уже вошьете рукава. Я просто сейчас вам покажу именно этот фрагмент. Как я делаю, чтобы нити спрятать и было поменьше узлов? Вот я продела 1 петлю, и вот эту нить, которая хвост, прокладываю по вязанию. А вязать буду только этой. Захватываю я только, как я уже сказала, только подгиб. Вот эту сторону не трогаю. И провязываю столбиками без накида вот эти вот петельки, которые мы загнули на другую сторону. Далее, когда я эти 3 петли провязала, боковые, я уже перехожу вязать на основную боковую часть переда и продолжаю, прокладываю эти ниточки и продолжаю
обвязывать край столбиками без накида. Вот что у нас получается. У нас получается, что осталось отверстие для шнура. Когда вы закончите собирать кофту, вы сюда вставите шнур с наконечниками. Что еще я хотела сказать по кофте? Я уже вам по готовому изделию покажу. По поводу распределения кнопок на курточке. На самой кофточке кнопки пришиваем для капюшона в уголки, где начинается реглан. Здесь, здесь. На спинке то же самое, в уголке, где начинается реглан, и по центру. Вначале вы пришьете кнопки, нижние части кнопок на куртку. После того, как вы это сделаете, потом начнете распределять на капюшоне. Капюшон мы стараемся обвязать низ капюшона. Более мелкий крючок возьмете, 1,5 или единицу, чтобы немножечко низ стянуть, чтобы он был не ровный, а вот слегка завернул край капюшона. Вот. Когда у вас уже это все пришито, здесь у вас по центру есть капюшон, вы слаживаете тоже напополам. И вот по центру пришиваете первую кнопку. Она будет здесь. Вторая кнопка, которую вы будете пришивать, которая смотрит сюда, наперед. Разложите капюшон так, чтобы он был до края кофты, но кнопку пришьете на то место, где сойдется с кнопкой, которая на кофте. Так вы пришьете кнопки на обоих краях капюшона. Немножечко у вас с припуском останется капюшон, ничего страшного, когда вы распределите, они будут совсем маленькие, эти припуски. И уже после этих 3 кнопок потом вы уже распределите 4-ю и 5-ю кнопку примерно посередине, пришьете эти кнопки, чтобы вот эти вот припуски небольшие были равномерными. Ну, вроде бы все, что я хотела сказать по сборке кофты. В данном фрагменте я хочу заострить внимание на убавки, которые мы будем делать на юбке сарафана. Они делаются, мы убавляем изнаночные петли, как бы прячем их под вот эти вот лицевые полосочки на юбке. Делаются они так. Мы снимаем лицевую петлю, не провязывая, провязываем изнаночную и надеваем на нее лицевую петлю. Не расслабляйтесь сильно, старайтесь петлю подтянуть, выпрямить, чтобы она ровно легла. Далее мы провязываем по описанию 5 изнаночных петель. Но они будут меняться, по описанию будете смотреть. Там же он будет сужаться, будет меньше изнаночных. Изнаночные мы все провязываем. И здесь, когда доходим до следующей убавки, изнаночную мы провязываем, лицевую снимаем, поворачиваем ее первой стенкой вперед, одеваем на нее провязанную изнаночную на эту спицу, возвращаем и опять же одеваем на изнаночную лицевую петлю. Тоже подтягиваем все, чтобы петля не была сильно расслабленная и чтобы она ровно была. И точно так же дальше вяжем. Еще разок вам покажу этот фрагмент. Провязываем 4 лицевые петли, снимаем лицевую, изнаночную провязываем изнаночной и накидываем лицевую на изнаночную, подтягиваем хорошо нить. Вяжем далее все изнаночные, которые у нас остались, провязываем все изнаночные, снимаем лицевую, одеваем ее первой стенкой вперед, возвращаем на спицу изнаночную
и накидываем на нее лицевую. Подтягиваем петли, чтобы они не были слабые. Вот таким образом вы будете убавлять все убавки на юбке, пока не сойдутся, все лицевые петли не останутся. Далее я вам хочу показать некоторые моменты при вязании комбинезона, ну и верха сарафана, там они похоже вяжутся, вот эти вот все грудки, спинки. Первую часть я уже провязала, там будет все понятно по описанию, никаких сложностей. Вот я ее закончила, нить отрезала. Дальше следующий фрагмент нам нужно присоединить нить. По опыту предыдущих МК возникали такие вопросы у девочек, как я присоединяю нить, как я привязываю эти узлы. Скажу вам такую вещь, узлы я не делаю. Я просто беру сантиметров 10-15, оставляю хвостик, прикладываю его к вязанию с изнаночной стороны, придерживаю пальцем и все. Никаких узлов я вначале не делаю. Фрагмент, который хочу показать, это вот эти вот закрытые петли на боковой части комбинезона и сарафана. Мы снимаем кромочную петлю, нить придерживаем, сразу провязываем 2 вместе лицевой и закрываем. Вот и весь секрет. Так нужно сделать несколько раз по описанию. Далее опять 2 вместе лицевой и закрываем. Две вместе лицевой. Мне вязать не очень удобно, спицы длинные, об стол бьются. Ну, я надеюсь, вам все видно. 2 вместе и закрываем. 2 вместе и закрываем. Еще на этом моменте я хотела рассказать, пока здесь в руках у меня. Когда вы будете обвязывать уже сшитый комбинезон, вот у вас есть вот такое местечко, где одна петля закрылась в эту сторону, одна в эту. И здесь вот у нас как протяжка между петлями. Чтобы не получилось у вас здесь дыры, когда вы обвяжете, вы захватите вот эту петлю и следующую. Не делайте столбик без накида вот в эту протяжку. Тогда у вас все объединится и будет закругленное вязание, и дырочек никаких не будет. Теперь далее хочу показать второй момент при вязании комбинезона, когда мы вяжем в зеркальном отображении вторую деталь. Лямка у нас будет с этой стороны. Как вот здесь закрыть петли. Не знаю, может быть, это будет всем понятно, но во избежание лишних вопросов я покажу. Мы по описанию снимаем кромочную, провязываем 4 петли, 4 лицевые петли. Это в комбинезоне овцы. У медведя на одну петлю лямка шире. Это чтобы вы знали. Провязываем 4 лицевые петли. Потом по описанию идет 1 лицевая для того, чтобы закрывать петли. Мы ее провязываем. И далее начинаем закрывать петлю с помощью вот этой вот 1 лицевой петли. Закрываем, закрываем. И так до конца. Когда мы это сделаем, нить придется обрезать и заново присоединить к вязанию. Можно было, конечно, развернуться и закрыть петли на изнаночной стороне, но когда мы будем сшивать комбинезон, на этот ряд, может быть, у нас получится скос, как-то ступенечка. Поэтому лучше нить присоединить
Вот мы оборвали нить. И вот что у нас осталось. На спице 5 петель, эти закрыты. Разворачиваем на изнаночную сторону и снова присоединяем нить, так как я уже только что говорила. Узлов никаких я не делаю. Просто прикладываю к вязанию, теперь с изнаночной стороны, перед вязанием. Снимаю кромочную и начинаю этой нитью вязать. Впоследствии все, вяжете лямку, сколько нужно, там 40 рядов, по-моему. Впоследствии, когда вы будете обвязывать уже готовое изделие, вы просто эту нить подтянете, чтобы петля тут может немножечко растрепаться, и петля может стать крупнее других. Вы подтянете эту ниточку, проложите ее по краю комбинезона и крючком обвяжете вместе с этой нитью. И все, не будет никаких узлов, ничего не будет заметно. Еще хотела сказать по поводу комбинезона. Если вы захотите сделать его с подворотами, чтобы ребенок во время игры мог сделать свои игрушки и штаны, и шорты, то вам нужно будет связать такие хлястики по 21 петле, обвязать на один край, на лицевую сторону, вот изнаночная сторона, на лицевую сторону мы лицевую сторону украшаем цветочком, цветочек расшиваем бисером, а с изнаночной стороны маленькую кнопочку пришиваем. И это у нас будет такой готовый хлястик. И уже в таком виде мы отворачиваем, как нам захочется, штанины. Смотрим, как они будут смотреться, чтобы хватало подворота на длину штанины. Отмечаем на лицевой стороне, где должен быть хлястик, кнопка вернее. Вот. И одновременно изнаночной стороной изнутри прикладываем хлястик к этому месту, а на лицевую сторону маленькую 5 мм диаметром темненькую кнопку, чтобы ее было менее заметно. И так одновременно пришиваем обе детали, и снизу, и сверху. Вот и все, весь секрет. Теперь вы, если захотите, сможете закрепить подворот шортов вот таким красивым элементом. Далее у нас по плану цветочек. Цветочек очень простой. Я его накрутила, придумала сама. Не знаю, может, никто вообще так не вяжет. Я знаю, что там все время куча всяких подъемов и так далее. Ну, сейчас я вам покажу. Цветочек то же самое. Мне очень нравится, что нить наша газал, можно ее рассоединить на несколько нитей и сделать нужные толщины. Вот. Поэтому легко украшать изделия такими же цветами, которые вы используете в комплекте, не подбирая тонкие нити других фирм. И сочетаться будет на 100% один и тот же цвет. Делается скользящая петля, крючок 1 мм в 2 ниточки. Отсоединила я эти маленькие цветочки в 2 ниточки, отсоединила, скользящая петля, закрепляем ее и в центр этой скользящей петли делаем 10 столбиков без накида, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
и 10. Теперь мы ниточку затягиваем в кружочек и в первый столбик делаем соединительный столбик. Объединяем это колечко. Делаем петлю подъема и в эту же петлю, в которую вкололи соединительный столбик, делаем 4 столбика, провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю делаем соединительный столбик и петлю подъема. И так далее. 5 лепестков вмещается в этом круге из 10 петель. В одну петлю 4 столбика с накидом, в следующую петлю соединительный столбик и петлю подъема, в следующий опять 4 столбика с накидом. Так вы провяжете до конца. Сделайте в основании соединительный столбик и выведите хвосты наизнанку. Там завяжите на узелок. У вас получится такой маленький цветочек с 5 лепестками. Еще пару слов хотела сказать по поводу ботиночек. Когда вы все свяжете, сошьете, присоедините подошву, соедините подошву с верхом, вам нужно будет обвязать край крючком. Как всегда, по изнаночной стороне. Начинаем мы, вот шов на пятке, начинаем мы это делать вот отсюда. От шва вяжем один ряд цельный обвязываем столбиками без накида по изнаночной стороне. Вот здесь вот, точно так же, как я рассказывала на комбинезоне, у вас будет, что одна петля уходит в эту сторону, одна в эту. То же самое, за протяжку между этими петлями не захватывайте петлю, не провязывайте столбик без накида в протяжку, иначе здесь получится такая крупная дырочка. Ну вот и все. Одним рядом вы обвяжете, опять же, сюда до шва на пятке, соедините соединительным столбиком, чтобы ступенечек, порожков не было. И все. Пришьете на одну сторону наглухо, пришьете хлястик, на другой стороне сделайте кнопку и хлястик украсите точно так же цветочком с бисером и кнопочкой с другой стороны, чтобы закреплять ботинок. Ну, естественно, на разные ноги с противоположной стороны пришивается хлястик и кнопки.